господа. Сегодня вот у нас такая посылочка пришла из Китая. Это Кега Корнелиус из нержавейки с разливным краном и поддержкой CO2 баллончиков. Давайте распечатаем, посмотрим. Какая красота, ребята. Опа. Так. Вы только посмотрите, какая красотища. 10 литров. Так называемая Корнелиус Кега, чтобы можно было залезть рукой и все помыть и посмотреть там внутри. Там внутри трубки, если видно, вот там что внутри. Красота какая. Вот out, in, вход и выход. Так, смотрим, что у нас здесь. Это крышка Корнелиус Кеги с резинкой и с спускным клапаном. Вот если видно, есть спускной клапан. Крышка вот так вот крепится. И затягивается. Так, устанавливается. Ну давайте пока не будем устанавливать. Посмотрим комплектацию нашего оборудования. Что же у нас там есть? Еще. Так, развернем. О, сколько много запчастей. Смотрите, какой замечательный, блестящий, нержавеющий кран. Так. Что мы берем? Когда я понимаю, ручка. Фитинг заливной. Фитинг сливной, фитинг заливной. И к нему какая-то интересная с красной такой прокладочкой штучка. Давайте я вот так. Сейчас пока все разложу. Так, ручечка маленькая. Это регулятор. Так, фитинг на кегу. Фитинг на кегу. Так, здесь у нас две прокладки. Одна резиновая, вторая из старопласта. И какая-то гайка. Я так понимаю, что тоже к крану. Вот здесь я все выложил. Надеюсь, видно. Так. И еще какой-то краник. Опять же гайка и кольцо. Давайте мы это все пока уберем. Все пока убираем. Вот, ага. Коробочка, что там интересно. Ага. Обратите внимание, для газобаллонного, так, не знаю, видно. Для подключения газобаллонного либо газового баллончика вот такая вот замечательная штука с регулятором. Вот и какой-то переходник. Я так понимаю, это для баллончика. Вот, в принципе, наша комплектация. Давайте будем смотреть, собирать.
Сейчас я соберу это, разберусь и вам покажу, как буду ставить вот на эту замечательную кегу. Ну что, господа, приступим к сборке. Давайте начнем с вот этого фитинга и инструмента для подачи газа. Здесь все просто. Прикручиваем сюда вот этот вот штуцер, который подвижный, и накручиваем его на фитинг. Вот здесь видно. Накручиваем его на фитинг, затягиваем, подтягиваем и дальше регулируем вот таким образом, чтобы баллончик у нас был снизу. Вот так вот, наверное, лучше видно. Баллончик, чтобы был снизу. И фитинг вот так вот у нас будет крепиться. Все, здесь все просто. Вот регулировка подачи газа. On-off. Закрыть, завернуть. Сюда баллончик. Будем думать, как баллончик. Здесь показывает давление. Вот в PCI и в барах. То есть, ну, где-то для пива там 2,5-3 бара это нормально. Итак, одну собрали. Теперь переходим к крану. Вот. Ручка. Накручиваем ручку на кран. Так. Ну что. Вот. Накрутили кран. Вот он ходит в две стороны. Вот. Теперь вот эта штука у меня уже была прикручена. Теперь вот эта вот маленькая. Это клапан для пены. Чтобы у нас пена, если пойдет, мы его сможем регулировать. Вот он так, подача регулироваться, тут как контролечка такая. Вот. Дальше. Здесь очень интересно, есть вот одна вот такая вот лишняя деталь. Но я, кажется, понял, для чего она нужна. Но давайте сначала соберем вот как установки для кеги. То есть это мы прикрутили. Дальше вот у нас здесь резьба и есть 3 прокладки. Сначала у нас одевается, значит, черная прокладка вот сюда. Мы ее одеваем. Потом второпластовая. Вот. Потом, значит, у нас идет такая вот пластиковая прокладка. То есть мы ее одеваем. И прикручиваем вот такой накидной шайбой. Сейчас объясню предназначение вот этой вот. Я так понял, что это можно ставить какую-нибудь доску, дверь, чтобы удобнее было разливать не с кеги непосредственно, а через какую-то стенку декоративную. Вот. И тогда становится понятно предназначение вот этой вещи. Сейчас я покажу. Значит, для этого с вот такой замечательной красненькой прокладкой мы ее засовываем внутрь и накручиваем на наш кран. В этом случае, ставя ее где-нибудь в стенке, вот сюда вот прикручивая, сюда одеваем шланг, и вторую часть шланга мы одеваем на вот этот фитинг. Вот здесь шланг, и он уже у нас не привязан к кеге, она стоит где-то в холоде. Вот. А это дома мы разливаем пиво в другом помещении или там на продажу. Но давайте рассмотрим вариант, как мы будем крепить, значит, на кегу. Для этого мы достаем эту же гайку, и эта запчасть нам уже не нужна. У нас есть вот такая вот такая гайка, как ее назвать. Да. Значит, мы что берем? Просовываем. Сейчас я покажу вот таким образом. Вот в эту накидную гайку. Вот. Теперь накручиваем ее на кран. Вот мы ее накрутили на кран плотненько. И теперь прикручиваем к этому фитингу. Вот так вот у нас выглядит эта конструкция. Вот. Теперь давайте попробуем установить ее на нашу кегу. Вот здесь in, соответственно, это вход для газового баллончика. Вот для этого. Значит, что здесь характерно? У этих фитингов, у них вот здесь шарики, если видно, шарики.
Вот. И вот эта вот подвижная штука. Когда я опускаю вниз, шарики выходят, и она одевается. Для этого мы, значит, ее нажимаем, и она очень легко отпускается. Дальше опускаем. Все. У нас закреплена. То есть она имеет минуту поворачиваться, но вверх мы ее не достанем, пока мы, соответственно, вот это кольчико не опустим вниз. Итак, газ мы закрепили. Соответственно, аналогичным образом крепим кран. Опускаем вот это кольчико, поднимаемся вверх, засовываем, и оно у нас садится до характерного щелчка. Вот, все. Вот. Наша кега, в принципе, собрана и готова к розливу пива. Давайте установим, соответственно, крышку. Покажу. Здесь, значит, заводим. Заводим, поворачиваем. Выравниваем резинку. Сейчас я покажу. Выравниваем резинку. Давайте, чтобы там было лучше видно. И вот таким образом защелкиваем. Проверяем, чтобы здесь герметично село. Все, вот видно. Вот, все герметично село. Вот так выглядит. Вот так выглядит наша замечательная кега. Вот такая вот. Будем пробовать наливать в нее пиво. Я думаю, что все получится.